Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Артур. Вы опять на канале «Жизнь глазами украинца». Спрашивает меня человек, пишет мне: Артур, я сейчас в Европе, вроде по политическому убежищу, кажется, он, и что-то у него там не получается, и он говорит: я планирую поехать в Украину, создать блог, открытым текстом гнать на власть, чтобы меня прессанули. Вот меня прессанут, и я хочу ехать в Америку по политическому убежищу. Как мне это сделать? Как вот реально мне нагнать 20-30 тысяч подписчиков на свой канал? То есть вот прямым текстом человек спрашивает. И я сначала думал, ну не буду отвечать, какой-то бред такой пишет, как будто сказка, да, для меня, или может какая-то провокация. Но потом думаю, а может реально человек всерьез думает так сделать? Думаю, нет, все-таки запишу видео ему, и пусть другие тоже увидят, как бы. Может, у кого-то тоже такие мысли есть. Я первое, что хочу сказать, не прикалывайтесь, это прикол. Потому что это серьезные вещи. Вы думаете, это прикольно, когда вас прессуют, когда ваша жена плачет, когда боится ребенка в садик отвезти, с садика забрать. Это не прикольно. Вы просто посмотрите, что происходит. Люди сидят годами в СИЗО и потом получают приговоры на десятки лет, на 10 лет, на 9 лет, как Тимонин и Василец. Люди получают сроки за посты в соцсетях. Не просто за блоги большие, а за посты в соцсетях получают реальные сроки. Это не смешно. Это не смешно, когда ваш ребенок плачет, куда папку увезли, когда видит, когда вас в скорую забирают, когда полиция приезжает или милиция, потому что вас избили. Это не прикольно. Вызывать каждый раз полицию, когда вам угрожают, тоже не прикольно. Писать заявления, которые никто не рассматривает, не прикольно. Когда вас вызывают в СБУ и на вас люди пишут доносы, не прикольно. Когда вам СБУшники говорят, что чувак, тобой уже депутаты заинтересовались, и депутаты делают запросы. Почему это вы, СБУ, не разбираетесь с этим чуваком? Депутаты. Это не прикольно. Когда вас встречают на вокзале, садят в машину и говорят: удаляй это видео, и только тогда мы тебя домой завезем. Это тоже не прикольно. Вы думаете, это вот шуточки, да? Вот вы просто приедете, пошутите, там поприкалываетесь, и вас вот так отпустят. Я боялся, что меня из аэропорта просто не выпустят. Меня спрашивали про Крым, что я там делал. Они все знают, ребят, о вас. И я очень счастлив, что меня просто со стороны выпустили. Что я просто вовремя уехал. Потому что посмотрите на другие случаи, на других людей. Они реально эти люди получили сроки. А для вас это какие-то шуточки. Это вообще не прикольно. Я бы на вашем месте просто ничего бы не делал. Никаких этих блогов, не делайте глупостей. Если вы хотите в Америку поехать, есть множество путей. Но, во-первых, не путайте туризм с эмиграцией. Поверьте, я несчастлив от того, у меня нету сейчас счастья. Меня не распирает счастье от того, что я здесь нахожусь, потому что мне очень тяжело по сравнению с тем, что у меня было там. Финансовое мое положение, мое моральное положение, психическое положение, физическое. Мне приходится тяжело работать, чтобы прокормить семью. Цены совсем другие. Это даже не Европа. То есть не путайте туризм с эмиграцией просто. Это не... Я был здесь туристом, это прикольно, конечно. У тебя есть деньги, ты приехал их тратить. Это классно, да. Но когда ты приезжаешь сюда и тебе нужно здесь остаться, это совсем не прикольно, поверьте. Когда у тебя нету денег, когда у тебя нету за что зацепиться, когда у тебя нету разрешения на работу. Это очень и очень тяжело, особенно когда ты с семьей. Когда ты один, намного легче, да. Когда ты с семьей, это очень тяжело. Не делайте глупости. Не делайте всего того, что вы спланировали. Это глупость. Потому что если что-то случится с вашими родственниками, с вашей семьей, с вами, и не дай бог кто-то из вас и станет инвалидом, вы себя этого не простите просто. Это того не стоит. Это не стоит Америки никакой, что кто-то пострадает. Вы пострадаете, в тюрьму попадете, либо покалечат, либо вообще кого-то убьют, вас или ваших близких. Это того не стоит. Не делайте глупостей. Это мой вам совет. Это такой мой ответ на ваше сообщение.
И не думайте, что все так вот супер, и все здесь прям с неба деньги падают. Нет. Иммиграция это очень-очень тяжело. Да, многие люди на это готовы, они идут на это, но это не туризм. Еще раз повторяю, не путайте туризм с эмиграцией. Я думаю, вы в принципе должны хоть чуть-чуть понимать, если вы в Европе находитесь, что это тяжело. Но если вы хотите реально в Америку, вот решили, есть много других путей. Не таких опасных, как вы избрали. Вы избрали самый худший путь. Вот мое мнение. Оно того не стоит. Потому что шанс, что вас посадят, либо пострадаете вы, либо ваши родственники, близится к 100% сейчас, в современной Украине. Это того не стоит. У кого есть, ребят, какие-то мнения по этому поводу, тоже пишите в комментариях этому человеку, потому что, как по мне, это очень глупый план. Всем хорошего дня и пока.